Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 21 февраля, среда. И, как всегда, самое важное, с моей точки зрения, новости на сегодняшний день. Начну с петиции, потому что вчера исполнилось 7 дней, то есть прошла неделя с тех пор, когда мы начали подписку на петицию к правительству США, Конгрессу о передаче Украине, конфискации российских 300 миллиардов и передаче их Украине. С тех пор подвел некоторые итоги. Значит, на состояние по конец 7-го дня петицию подписало чуть-чуть больше 150 тысяч человек. Как это, хорошо или плохо? Много или мало? Ну, если судить по другим петициям, которые я видел, которые были развешаны на сайте президента Украины, то это очень и очень неплохо. Я видел петиции, которые собирали за более чем неделю в Украине где-то так 20-30 тысяч. Не знаю, там были какие-то манипуляции со стороны технических работников, которые обслуживают сайт, или не было этих манипуляций, но тем не менее вот такие цифры. То есть вроде ничего. Но с другой стороны, по внутреннему счетчику за это время, за эти 7 дней, мои видео на этом сайте видели, ну или посетили этот сайт примерно около 5 миллионов зрителей. И вот в сравнении 5 миллионов посмотрело видео, в котором в каждом из них я упоминал необходимость подписания этой петиции, и 150, которые подсчитала, которые подписались, это, конечно, не очень, скажем так, не очень. И это печально, потому что вопрос о судьбе этих 300 миллиардов, он стоит очень остро, особенно в связи с возможным приходом к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа. И не так давно президент Эстонии по этому поводу говорила, что нужно решить этот вопрос как можно быстрее, потому что придет Трамп, или даже когда он будет на подходе, то есть его нужно решать побыстрее, даже до проведения президентских выборов, потому что чем ближе шансы Трампа стать президентом, тем меньше шансов, что Украина получит эти деньги. Вот. Поэтому в этой связи я как-то так не совсем понимаю причину такой пассивности. Мне казалось, что каждый гражданин Украины, который хотел бы получить компенсацию за тот ущерб его собственностью, который он понес в результате российской агрессии, должен быть заинтересованным в том, чтобы ему эту компенсацию выплатили, а чтобы она не была выведена в офшоры, и кто-нибудь там какой-нибудь Вася Пупкин из ОПы будет ездить в Монако, рассекать магистрали города или княжества на Ламборгини, а в это время украинский народ будет собирать последние гроши для того, чтобы залатать дырку или восстановить крышу над головой, или залатать там дыру. В общем, как говорил мой шеф, один из них, из бывших, каждый человек кузнец своего несчастья. Так вот, все-таки очень призываю вас, дорогие друзья, как-то так разбудите своих знакомых, близких, друзей и заставьте их подписать петицию в своих же интересах. Иначе может быть плохо. Для них, прежде всего. Но на настоящий момент эта актуальность этой петиции, в общем-то, усиливается, потому что там речь идет о передаче Украины пока государству. То есть ОПЕ, опять речь идет о передаче денег ОПЕ. Там нет ничего пока о международном контроле, и ничего нет о том, что эти деньги можно использовать для военных целей. То есть для того, чтобы вышвырнуть агрессора за пределы украинских границ, международно признанных. Ну, перейдем к текущим вопросам. Я вам говорил, что, ну, вы знаете, неоднократно говорил, что у меня есть контакты среди людей, которые непосредственно со стороны НАТО передают Украине оружие. Некоторые из них непосредственно везут к границам Украины и непосредственно передают украинской стороне. Ну и вот мне прислали
сообщение, которое меня взволновало, поскольку оно перекликается с теми опасениями, озабоченностями, которые мы с вами обсуждаем последние дни. Зачитаю отрывки. Итак, это пишет человек, который непосредственно передает оружие украинской стороне. Так вот, естественно, они общаются с украинскими представителями, с бойцами, там какой-то контакт уже установлен, давний. Люди друг друга знают, как партнеры общаются. И вот он пишет. Сейчас мы слышим опасения от военнослужащих ВСУ, что отстранение Залужного может привести к изменению органа надзора за поставками оружия, боеприпасов и логистикой. В том, что касается и боеприпасов, и военного оборудования стран НАТО. Наши контакты в ВСУ, с которыми мы работаем, внимательно следят за всеми событиями и поставками военного ресурса, опасаясь, что новый командующий, главнокомандующий ВСУ и его команда, полностью находящиеся под влиянием гражданской власти, устроят диверсию или просто не справятся с логистикой передачи военного ресурса. Вы понимаете, о чем речь идет? Кстати, я вам упоминал, что некоторые из тех контактов, которые я знаю в ВСУ, они опасаются, как бы вот не происходил саботаж, то есть не сконцентрировали бы эти припасы в каком-то одном месте, а потом туда прилетает ракета из Российской Федерации, и все, и нет ресурса. И опять, почему Байден и Писториус не поставляет достаточное количество вооружений? Вот такое настроение. Короче говоря, его можно суммировать как глубокое недоверие командиров, бойцов ВСУ к новому главкому и его команде. Недоверие не только в том, что они там недостаточно квалификации у них, не справятся с командованием, а к тому, что не являются ли они просто пятой колонной, представителями этой пятой колонны Москвы в Украине, и вместо того, чтобы выполнять свой долг и обязанности, а их туда назначили, как говорил президент Зеленский, официально для того, чтобы перейти в наступление. Вот опасается, что вместо наступления может быть саботаж и диверсия. Тем временем в Америке и в России идет настоящая мясорубка, которая может быть незаметна так, с первого взгляда или людей, которые не знают, зачем следить, поэтому сейчас я вам прокомментирую. Вы, наверное, слышали новости, что некоторое время назад, это было в начале февраля, по-моему, 5 февраля, в возрасте то ли 30, то ли 36, то ли 38 лет, при странных обстоятельствах скончался сын одного из столпов кремлевского руководства, Игоря Сечина. То есть человек, который считался, ну, во всяком случае, до начала полномасштабной агрессии против Украины, считался где-то там вторым, третьим, самым влиятельным человеком путинского режима. И вот такая незадача. Причем эти обстоятельства кончины его сына окружены какой-то печатью непонятности и неизвестности. Ну, во-первых, папа запретил всем, включая ФСБ, внимание, ФСБ, проводить расследование обстоятельств смерти своего сына. Обстоятельства таковы, это из того, что просочилось в открытое пространство информационное. Ночью, находясь у себя на вилле или в доме, он почувствовал недомогание. Сначала вроде у него что-то с животом случилось, заболел. Было даже подозрение на то, что с почками нечто неладное происходит. Но ситуация ухудшалась стремительно. Он упал на кровать, ему стало трудно дышать, он потерял сознание. Охрана вызвала скорую помощь. И тут вот вторая непонятка, вернее, очередная непонятка, загадочная. Казалось бы, у такого человека, у которого такой папа, должна быть совершенно квалифицированная охрана из ФСО. Да? Это преемница
знаменитой или печально известной «девятки» КГБ СССР. Так вот, оказывается, что представитель этой службы, когда звонил в скорую помощь, он неправильно назвал адрес. И в результате скорая помощь ехала 2 часа. Ну, так вот представить это реально, что это так и было, я просто не могу. Не может такого быть. Это какая-то полностью собачья, извините за выражение, чушь. Я других слов просто не найду. И мне это подсказывает или раскрывает глаза на степень шока или полной растерянности и властей, и того же Сечина по поводу того, что произошло. В конце концов, вроде сошлись на том, что оторвался тромб. Но обращаю внимание, что такой же тромб совсем до этого, вернее, примерно в то же самое время, несколько позже, стал причиной якобы гибели Алексея Навального. 2 тромба, и вдруг такие вот почти одновременно, такие громкие случаи. Опять странные какие-то вещи происходят. Но аналитики обращают внимание и на другие обстоятельства. Так, почти ровно 10 лет назад, в 2014 году, неожиданно утонул прекрасный пловец, спортивно развитый человек по фамилии Иванов, Александр Иванов. Утонул он неожиданно в Объединенных Арабских Эмиратах, и был он сыном Иванова, самого могущественного, одного тогда из самых могущественных людей в России. Он тогда возглавлял администрацию президента Путина, и его даже некоторое время до этого рассматривали как главного претендента на должность президента Российской Федерации. Вплоть до того, что он уже, собственно говоря, был готов занять эту должность. Так, судьба не сложилась. И потом раз, и вдруг сын его разучился плавать, и вдруг утонул. Это произвело настолько шоковое впечатление на Иванова, папу, что выбило его из колеи. Он потерял интерес к политике, к государственной деятельности, к должности президента и, в общем-то, с тех пор как-то удалился. Говорят, запил горькую со страшной силой, как позже произошло с Дмитрием Медведевым, ядерным карликом Кремля. Теперь Сечин. Среди них, а это же самое ближайшее окружение Путина. Иванов, с которым Путин учился, по-моему, в Краснознаменном институте. Но в отличие от Путина, Иванова послали. И, по-моему, послали его в Финляндию. В отличие от Путина, которого не взяли в разведку и послали в утешительную поездку в ГДР, о которой у нас тогда говорили: «Воробей не птица, ГДР не за граница». Но среди них был еще один, еще более квалифицированный человек. Это Владимир Якунин, который работал в Соединенных Штатах Америки в разведке под прикрытием сотрудников советской миссии при ООН. Это серьезная должность. Это было и место, это было гораздо сильнее и требовало более высокой квалификации, чем работа в Финляндии. И действительно этот интеллект проявился. То есть, посмотрев, что происходит вокруг, Якунин быстренько пристроил своего сына подальше от родины в Великобритании, отправил его туда, и он там открыл какую-то компашку, которая начала собирать деньги для разных гостиничных проектов в Российской Федерации. Папа тырил деньги из РЖД, Российских железных дорог, при помощи различных махинаций, а он тогда возглавлял эту крупнейшую в стране бизнес-структуру. Затем переводили в компанию его сына, сын еще что-то там получал. Потом они были планы построить целую серию гостиниц при железнодорожных станциях Российской Федерации. В Советском Союзе таких гостиниц практически не было или были единицы. То есть это были грандиозные проекты на миллиарды, но самое главное, насколько они реализовались, я не знаю, потому что потом сам Якунин бросил все и ушел в свободное плавание. Он полностью ушел от государственной деятельности.
от всех постов, начал читать там лекции где-то. Ну, в общем, стал уважаемым человеком, разъезжает по миру и читает лекции. На то, что он натырил на своей государственной должности и отмыл при помощи сына, он построил себе в Москве приличный дворец, который прославился шубохранилищем. То есть смысл: сына убрал, а вот Сечин не догадался. И это стоило его сыну жизни. То есть наблюдатели рассматривают это как падение, ну, я не буду называть нехорошее слово, о мертвых, но, скажем так, отражением борьбы за наследство, за политическое наследство Российской Федерации, потому что остается после падежа вот этих людей, остается, собственно говоря, самым основным преемником всего и вся сын Патрушева. Личность, в общем-то, никакая. Закончил Академию ФСБ, после этого немножко посидел в ФСБ на должность, ему сразу дали помначотдела. Есть такая должность, не значит, что он действительно был помощником начальника отдела, ну, так, такая должность. В свое время это соответствовало званию подполковника, сразу после окончания академии, это, конечно, невероятно. Ну и потом взлет туда-сюда. Ну, говорят, человек никчемный совершенно. Опыт, ну, скажем так, такой же опыт, как у Путина в свое время был. Ну вот выстраивается, по большому счету, единственный кандидат. Наблюдаем, что будет происходить дальше. То есть клан Патрушева рвется к власти и предпринимает, судя по всему, конкретные для этого шаги. Естественно, окружающие не могут этого не понимать, поэтому есть основания надеяться, что, или предполагать, что кое-кто из них попытается предпринять ответные действия. В общем, мясорубка вышла на финишную прямую, что подсказывает мне, что нужно ожидать серьезных событий, серьезных перемен. И опять-таки это никак не указывает на благополучное состояние дел в России, о которой там, если судить по пропагандистским всевозможным каналам, там чуть ли не величайшую победу ожидают, не то что там в Украине, а чуть ли не во всем мире. Это все чушь. Борьба ведется по традициям монгольских ханов, откуда, собственно говоря, и пошла история Московии. Ну, такая же мясорубка, по большому счету, сейчас разворачивается в Соединенных Штатах Америки. И в центре нее стоит должность следующего президента или последующего президента США. Также в центре вот этой предвыборной кампании, которая сейчас не то что разворачивается, она ужесточается. Она перешла уже в драку на отмашь. То есть обе стороны мочат друг друга. И вопрос о помощи Украине прямо там в центре. Я расскажу, как там обстоит дело. Ну, кристально ясно стало, что на пути помощи Украине стоят два человека сейчас в США. Это Трамп и его марионетка Джонсон, занимающий должность спикера Палаты представителей. Джонсон, как верный слуга своего хозяина, регулярно не то, что там по телефону звонит, когда выкраивается время, он лично приезжает в поместье Мар-а-Лаго Трампа во Флориде. Там он был замечен последний раз вот в ходе этого длинного уикенда, который закончился в понедельник. Последний день, это понедельник, это был федеральный праздник. Ездил для того, чтобы сверить часы и получить инструкции. А тем временем, значит, трамписты или стратеги республиканской партии пытаются всевозможными средствами утопить Байдена в ходе предвыборной кампании. И один из инструментов это было дело, которое они надувают, никак не могут надуть. Дело о коррупции семейства Байдена. Это вот эта история о коррумпированности якобы Хантера Байдена. Это связано якобы с Украиной. Ну и якобы в этом участвовал сам Джо Байден.
Я неоднократно говорил, и так это есть на самом деле. Никто этого не скрывает, что никаких фактов до сих пор нет. То есть создана специальная комиссия в Палате представителей, которая пыталась поймать рыбку в мутной воде. И пока они это пытались сделать, весь этот кейс практически рухнул. И произошло это с помощью российской разведки, или провала, скажем так, российской разведки. И в этом деле так или иначе была замешана Украина. Расскажу чуть-чуть поподробнее. Итак, здесь арестован и предстал перед судом в Лас-Вегасе некто Александр Смирнов. Он гражданин, натурализованный гражданин Соединенных Штатов, а вообще он связан с Россией. Видимо, он из России туда приехал, и, наверное, у него сохранилось двойное гражданство. В течение весьма длительного времени, как минимум с 2010 года, в Сиэтле он сотрудничал с местным отделением ФБР и работал по организованной преступности. То есть он работал не с контрразведывательным подразделением ФБР, а с тем, который занимается криминальными делами. Это совершенно разные вещи. Это как вот милиция или полиция в любой стране и контрразведывательная служба. Абсолютно разные вещи, разный интеллект, разные интересы и способности. Но вот он почему-то работал именно по организованной преступности и, говорят, успешно. Но потом вдруг он включился в политику, и от него начала поступать информация, такая информация, что она стала ключевой для специально созданного комитета или комиссии Палаты представителей по расследованию возможности импичмента Джо Байдена. Он стал там центровым. И давал информацию. Вот одно из сообщений его свидетельствовало о том, что в Украине от Бурисмы якобы и отец, и сын Байдена получили каждый по 5 миллионов. Дальше он рассказывал о том, что в каком-то отеле в Киеве российские спецслужбы, это уже было, когда когда Байден был вице-президентом при Обаме, а потом уже был он президентом Соединенных Штатов. Так вот, якобы российские спецслужбы орудовали в Киеве, организовывая запись телефонных разговоров в масштабах всего отеля. То есть это они должны были контролировать отель. И мне сразу приходит на ум, какой-то отель, вот можно так сразу раз и законтролировать все телефоны, которые там стоят. Наверное, те отели, которых имеют свою долю представители России. И не просто представители, а организованной преступности. И мои зрители в Киеве, наверное, могут догадаться, сразу прикинуть, что это за отели. Учитывая, что владельцы некоторых из них московские, и их связь с организованной преступностью России и со спецслужбами, в общем-то, особо и не скрывались. Короче говоря, наговорил он много по поводу якобы коррумпированности, а потом стало известно, что эту информацию он получал от представителей ГРУ, Главного управления Генштаба Российской Федерации, и потом бежал прямо в ФБР и это все сливал. Ну и где-то на каком-то этапе он завалился, и сейчас его судят. Последнее слушание произошло буквально вчера. Ну вот и все. Вот на этом и заканчивается, по идее, дело о возможности импичмента Байдена. То есть стало совершенно ясно, что все дело подстроено российскими спецслужбами. То есть я вам говорил, что полезут Москва, Кремль, спецслужбы полезут по полной программе, полезут в наглую, потому что это дело чрезвычайно важно. Это вопрос, может быть, жизни и смерти Путина и всего его режима. Кто будет следующим президентом Соединенных Штатов Америки? А чем больше активно они лезут, тем больше вариантов, то, что они провалятся. И вот вам пример конкретный. То есть последствия этого провала, один из них состоит в том, что этого конгрессмен Комер был, который возглавляет эту группу, которая ведет расследование возможности импичмента Байдена, был призван общественностью и другими конгрессменами уйти в отставку, отказаться, значит, закрыть это дело, уйти в отставку, потому что оказывается, что все дело, то есть больше там практически ничего не было,
И это сами представители этой комиссии говорили буквально 2-3 месяца назад, что это ключевой, золотой, так сказать, свидетель Смирнов. Ну и теперь оказывается, что эта вся комиссия во главе с ее председателем были полезными идиотами, а может быть и хуже, которые работали с подачи российских спецслужб. Ну и интересно, получается, что российские спецслужбы добывали компромат через свои возможности в Киеве, которые, вот зачем они прослушивали эти телефоны неназванного пока отеля в Киеве для, для компромата. Они собирали таким образом компромат. Опять компромат. Опять компромат. Это значит, вот что делают республиканцы, чтобы утопить Байдена. Получается наоборот, топят себя. Ну, в свою очередь, демократы, Белый дом развернул кампанию, я скажу откровенно, мочения по полной программе Трампа и его сторонников. И в ходе этого так называемого мочения все чаще в последнее время появляется слово «фашизм». Последняя фраза, которую я слышал по этому поводу, или формулировка, звучит так. Когда-то один из умных людей, политологов, профессоров Соединенных Штатов сказал, что если фашизм когда-нибудь придет в Америку, он будет обернут в государственный флаг, и сверху него будет лежать крест. То есть речь идет, по большому счету, о так называемом христианском национализме, о котором я вам расскажу несколько позже. Именно это является коренной причиной изменения характера и самой природы республиканской партии и всего того, что сейчас происходит в Америке. Многие мои зрители недоумевают: Америка, что с ней случилось, как так произошло, куда она катится, другие там эпитеты всевозможные приобретают. Я вам расскажу, откуда это все пошло и что происходит, и чем это все может закончиться. А пока некоторые так зарисовки. В ходе мочения Трампа последнюю, значит, подачу сделал он сам. Я вам рассказывал, что убийство фактически Навального до сих пор резонирует в Соединенных Штатах. Все уже, и даже Карлсон, осудили это, российский режим, Путина. Ну, правда, Карлсон не называл Путина, но режим назвал. И только один человек до вчерашнего дня хранил по этому поводу гробовое молчание, потому что осудить смерть или убийство Навального значит осудить Путина. Он держался, Трамп, до вчерашнего дня. И вот, наконец, интервью большое, называют его таунхолл, где присутствуют там люди, другие внимательно слушают. Ведущая задала вопрос Трампу: что вы можете сказать по этому поводу? Он сказал: да, это печально, Навальный, мужественный, сильный человек. И тут же, ни слова не говоря о Путине, он перешел на себя любимого. То есть он фактически сказал, что он – это американский Навальный. И то, что произошло с Навальным в России, сейчас кровавый Джо Байден планирует совершить с ним, с Дональдом Трампом. И он, возможно, станет первым политическим заключенным в Соединенных Штатах Америки. Ну, тут все уже взвыли. Потому что, ну, идиотизм, ну, сами понимаете, да, идиотизм этого заявления, он безграничен. Причем он сделан был буквально на следующий день после того, как, выступая на очередной встрече со своими избирателями, начал прямо там продавать кроссовки или шузы, которые, значит, сделаны под его марку, шузы Трамп, и продавая их по 399, а некоторые счастливцы там были, которые, один хвастался, что купил за 4000 эту пару. Наверное, новый русский, да, помните этот анекдот? Так вот, значит, собирая деньги теперь на выплату штрафа в размере более $500 миллиарда, Трамп занялся, как Ал-Банди, занялся продажей туфлей или шузов, они похожи на кроссовки. Ну вот, короче говоря, значит, Трамп, по его словам, это вот жертва кровавого режима Джо Байдена. Путин и Навак делают Навального не имеют никакого отношения. Ну и все. Сейчас тут все грохочет, его мочит со всех сторон. Ну, кроме его базы, о которой я потом расскажу. И все это происходит на фоне, сегодня буквально или вчера,
в Соединенных Штатах была, простите, в России, в Екатеринбурге была арестована женщина по имени Кристина. Она имела двойное гражданство Российской Федерации и США. Арестовали ее там, она вернулась на какое-то время на родину историческую. Ее арестовали за то, что, как установила ФСБ, она сделала донат или пожертвование в размере $58 в пользу Украины на приобретение лекарств. Они в обвинении названы стратегических лекарств, а также оружия, боеприпасов на $58. Знаете, там и оружие, и боеприпасы, стратегические лекарства. Короче говоря, где-то она там задонатила кому-то, кто-то стукнул, это стало известно ФСБ, ее повязали. Теперь ей грозит от 12 до 20 лет. То есть я хочу просто, знаю, среди моих зрителей есть и те, кто скрывается в Соединенных Штатах, как по политическим причинам от путинского режима, не возвращайтесь обратно. Пока сейчас. Пока. Потому что поставлена задача. Каждое ведомство Российской Федерации государства должно показать свою активность, работу, продемонстрировать. ФСБ в этом деле, у них нет конкурентов, потому что они могут клепать любую чушь, обвинить вас в чем угодно, потому что суд будет за закрытыми дверями, о чем-то будет говорить, это никого не будет интересовать. Вот сколько они потребуют, столько судья и даст. То есть возвращение из Америки туда, особенно если кто-то знает, что вы там когда-то дали $5, 10 Украине или организации, которая связана с Украиной, это просто безрассудство. Одновременно было очередное слушание по делу корреспондента Wall Street Journal Гершковича, которого в шпионаже обвиняют в Российской Федерации. Ну и вот на фоне этого Трамп, опять-таки, ни слова плохого о Путине, о режиме, а Трамп – это теперь Навальный. Ну и его безумные вот эти высказывания, они уже выплеснулись, то есть на такие просторы, что некоторые бывшие представители республиканской партии, рейганистского крыла, а также эксперты говорят, что в республиканской партии образовалась фракция Путина. Или даже не фракция, а путинское крыло. И это заметно в Европе и вызывает, не то, что там озабоченность, некоторые с опасением на это смотрят, некоторые с тревогой, некоторые просто с боязнью. Но есть и такие аналитики, которые говорят, что фактор Трампа может сыграть положительную роль для Европы, а возможно и для Украины. Мысль заключается в следующем. То есть Трамп само своей угрозой и теми высказываниями, что он натворит, когда станет президентом США, если он станет президентом, то есть он стал катализатором, он подтолкнул Европу, он разбудил Европу. Как в свое время Ленин написал в 3 источниках марксизма о том, что декабристы разбудили Герцена, Герцен ударил в колокол и пошло-поехало. Так и тут. Трамп ударил в колокол и разбудил Европу. И теперь Европа мобилизовалась. Этот эксперт считает, а это представитель Европейского союза по международным отношениям Марк Леонард. Он считает, что Европа проснулась, мобилизовалась. И вместо того, чтобы испугаться, она, наоборот, объединилась. И вот что произошло, по его словам. Трамп заставил европейцев пересмотреть свою позицию относительно того, что Украине нужно для победы. Если раньше все была надежда, Соединенные Штаты все это решат, то теперь европейцы вынуждены были мобилизоваться для того, чтобы, даже если Америка из-за Трампа полностью выйдет из игры, тут, значит, говорят, ссылаются на министра обороны Писториуса, который говорит, что мы сможем заменить Соединенные Штаты Америки в плане поставки вооружения Украине. Ну и это заставило европейцев обратить или предпринять конкретные меры для укрепления своей собственной обороны. То есть несколько поколений американских президентов боролись за то, чтобы европейские страны НАТО увеличили расходы на вооружение до 2%. Сейчас некоторые страны уже перешли
за 2% уже приближается к 3%. По этому поводу The Economist, обобщая, так сказать, итоги прошедшей недавно Мюнхенской конференции, пишет следующее. Настроение в Мюнхене отражало понимание опасности, надвигающейся опасности, имея в виду Трампа и что будет с Россией, которую Трамп просто поощрит. Ну, то есть Трамп и крыло Путина в республиканской партии – колоссально ужасная ситуация для Европы. Но настроения в Мюнхене были скорее решительными, чем паническими. Американские и европейские чиновники не теряют надежды на то, что американская помощь будет оказана Украине. Ну, тут вспоминается, что сказал Павел по поводу 800 тысяч снарядов, которых внезапно нашли. Но с другого источника я слышал о том, что вопрос о финансировании, Павел сказал, что нужны деньги. И тогда эти боеприпасы будут поставлены в течение недель. То есть я слышал о том, что вопрос с финансированием разрешен практически или близок к нему. Ну и некоторые, в частности, здесь называется премьер-министр Нидерландов Рютте, они считают, что не надо вообще паниковать по поводу Трампа. То есть мы будем работать, то есть мы будем танцевать с теми, кто находится на танцплощадке, как он изящно выразился. А в принципе, что надо брать ответственность на себя, нужно прежде всего самим отвечать за свою собственную безопасность. И, как он сказал, мы с этим можем справиться. Его в этом плане поддержал министр обороны Писториус. Вот такая мобилизация произошла в Европе. Это еще Трамп не стал президентом Соединенных Штатов. Теперь, что происходит в США? Откуда это все? Отвечая на ваш вопрос, сейчас вы поймете все. То есть я вам рассказывал, что произошел сдвиг в демографии ядерного электората республиканской партии, так называемое крыло МАГА, который, это фактически претарианская гвардия Трампа, его ударная сила. Что это такое? Запомните это словосочетание «христианский национализм». Это то, что сейчас из глубин процессов, которые происходят в общественности Соединенных Штатов Америки, поднялась на поверхность и заявила себя в полный голос. Это вот то, что некоторые называют американским фашизмом. Его главными представителями в настоящее время являются Рассел Вогт. Этот человек в ходе президентства Трампа был директором офиса Management and Budget, то есть управления и бюджетного управления Белого дома. Это важная структура, но сейчас его прочат чуть ли не на начальника аппарата Белого дома, то есть этим самым американским Ермаком. Ну, естественно, он не будет иметь такие полномочия, но это влиятельная должность, скажем так, незаметная, но влиятельная. Вторым, еще более важным, потому что он идеолог, является Уильям Волк. В чем состоит идея этого христианского национализма? Все крутится вокруг, как считают приверженцы этого направления, все вертится вокруг таких вещей, как ЛГБТ, аборты, однополые браки, распространение противозачаточных средств. Вот это все, понимаете, да? То, что получило распространение в последнее время. Так вот, эти христиане, они трактуют это типа как бесовщину, которая противоречит Библии, основным заповедям, и с этим нужно бороться. Костяк этого движения составляют люди, вот я вам называл демографию, люди с образованием не колледжным, то есть люди без высшего образования, люди из глубинки, люди с доходами ниже среднего, в общем, с теми, которых
расцвет американской экономики особо не затронул. А речь сейчас идет именно о расцвете американской экономики, потому что она сейчас номер один по всем параметрам в мире, до такой степени, что европейцы жалуются, что вы, американцы, своей экономики нас давите. Китай сдался. То есть Америка сейчас экономически, она такая, как примерно, я имею в виду по тенденции вообще, по мощи, по влиянию во всем мире. Некоторые считают, что вот как после Второй мировой войны. То есть блеск, казалось бы, но значительные категории трудящихся не были затронуты этим праздником жизни. И вот они образовались, они объединялись вокруг всевозможных проповедников, представителей протестантских направлений. А здесь нет такого, как, скажем, в России, церковь, там, это самое, церковь, христианская церковь, православная церковь Московского патриархата и так далее. Тут эти все протестанты, они объединяются вокруг местных церквушек. Их много, каждый выбирает по своему, ну, для души, так сказать, для сердца. И туда ходят. Но они очень разные. То есть одна есть у нас в Вирджинии, которая посетила в свое время, она очень, чрезвычайно популярна. Туда ходят люди, которые работают на государственных структурах, на крупные корпорации. И когда они приезжают, там вот в субботу, в воскресенье, у них, нет, воскресенье, у них там, по-моему, 3, ну, назовем, службы. Хотя это не похоже на службу в католическом храме или в православном. Ну так, на собрание они собираются, их там по 2, по 3 в день воскресный. Там сотни машин приезжают туда. И туда нагрянул Трамп, когда был президентом. Было такое дело, он посетил гольф-клуб, потом приехал туда. Причем пастора его предупредили буквально за 20 минут до того, как приедет Трамп. Он был в шоке. Что ж вы делаете? А может, мы не хотим? То есть Трамп буквально вломился туда, вышел на сцену, что-то там какую-то ахинею нес небольшое время. И это вызвало, ну, просто возмущение паства присутствующих. То есть они восприняли это с таким возмущением, кричали, что больше его не было, освистали его. А в других местах, вот скажем, та же самая Луизиана, из которой вышел спикер Джонсон, там совсем другая публика, мракобесная публика. И, кстати, у этого Джонсона главный идеолог этого христианского национализма в штате Луизиана – это лепший друг. Вот откуда оно все и идет. И вот там собираются в таких депрессивных районах депрессивные реднеки. И это все, ну, понимаете, ну, сказать, что ты сам лузер, нельзя. Начинают выдумывать, что вот приехали, понаехали тут, сюда, мусульмане, евреи, там все остальные. Ну и тут еще вот такой ужас, Содом и Гоморра, который представлен адептами демократической партии, которые тут трансгендеров плодят, однополые браки, аборты поддерживают и все такое прочее. Этим самым и тут они подключают христианство. Они нарушают христианские традиционные ценности, и нужно с ними бороться. То есть мы силы добра. Америка основывалась как страна, основанная на христианских ценностях. Теперь они попраны. И вот мы силы добра, а они бесовщина. С Трампом сложно, потому что человек он такой, ну, его уже там, уже в суде приговорили, значит, в гражданском, правда, но это было жюри за то, что он сексуально домогался какой-то женщине, чуть ли не изнасиловал ее. Теперь, значит, сейчас будет разбор полетов, что он делал с путаной там, за что он ей заплатил 130, тут никуда не денешься. Но для них он святой, для вот этих христианских националистов. Это все клевещут, а он вообще святой. Ну, некоторые говорят, хорошо, окей, ну, может быть, он внешне и не как святой выглядит, но, согласно Писанию, пророк настоящий, он может являться внешне не таким уже привлекательным. И наоборот, внешне привлекательный пророк может оказаться слугой дьявола. В общем, вот такая мутата, тут все накручено. И это вот сейчас, значит, происходит такая поляризация. Вот этот костяк республиканской партии становится все более активным, он укрепляется в своем единстве, от него уходят в ужасе, бегут либералы и независимые,
То есть они уходят от этого. Но в результате Трамп, вот получается такая статистика, что Трамп контролирует около 10% вот этой республиканской партии. Теперь, значит, поскольку Трамп, то есть Трамп, надо сказать, вот что произошло здесь. Вот это движение на низовом уровне было уловлено Трампом, и он понял, что его можно эксплуатировать. И человек, который, сенатор Тед Круз, который сейчас ярый сторонник Трампа, он говорил, называл его сериальным, ну как же это называть-то, сериальным сексуальным маньяком, что ли, вот так вот. Или человеком, который, ну, любит ходить на сторону, скажем так, там, с путанами и такое прочее. И мошенник, а он уже по суде теперь мошенник, он это все уловил, и произошло слияние Трампа с вот этим, значит, течением. И это течение его поддерживает, а он и как бы подпитывает его идеями своими христианского национализма. А он в это время, значит, он научился обратной связи, научился влиять и направлять в нужную сторону. А поскольку он неплохо относится к Путину, каким-то образом так получилось, что среди вот этих сторонников Трампа укрепилось мнение, и это произошло буквально за последние где-то года полтора. Потому что еще год назад республиканская партия в Конгрессе голосовала за помощь Украине, а сейчас она против, потому что произошли вот эти гигантские сейсмические перемены в ядерном электорате республиканцев. Так вот, значит, как-то так среди них укрепилось мнение, что и дружок Трампа, Путин, он представитель консервативных ценностей. То, что он убивает людей в Украине, женщин, детей, то, что он по горло в крови, на совести которого где-то так уже зашкаливает, да, там с одной, с другой стороны 600-700 тысяч человек убиенных. Это все так. Но он же говорит, что мы против там же в России, согласно официальной пропаганде, традиционные ценности, никаких однополых браков, никаких ЛГБТ и всего такого прочего. Причем там ценишь же полные. Половина из этих деятелей, ну не половина, но большое количество, особенно в Кремле, они же и представители этого ЛГБТ, но только тайные представители. И вот такая муть произошла. И здесь вот я напомню еще раз, когда говорили, то есть смысл этого движения – это почти фашизм, как говорят об этом некоторые аналитики здесь. И вот он пришел в Америку, обернутый в государственный фланг, то есть политически, дают ему политическое обоснование, слияние религии с политикой, с государством и крест сверху. Что нормальные представители христианских церквей здесь говорят, это противоречит самой основе Библии, противоречит самой основе Евангелия, где не должно быть слияния государственного с религиозным. А оно происходит. Что дальше теперь? Вопрос. То есть говорят, вот это и есть национально-христианско-национальный, а там, где национализм, там может быть и появиться и нацизм. И уже называют, что это фашизм. И такое уже было. Такое было буквально накануне Второй мировой войны. Там был германско-американский бунт, организация. Ну, она состояла в основном из иммигрантов из Германии. Но были такие деятели, как Чарльз Линдберг. Это любимец публики. То есть это герой Соединенных Штатов Америки, который совершил первый одиночный полет. То есть он один был без пары. Из Нью-Йорка он перелетел в Ле-Бурже во Францию. И его принимали так, как потом, много лет спустя, в Советском Союзе воспринимали Гагарина. То есть этот человек был, ну, как полубог. Так вот, он съездил в Германию, его пригласили в 1939 году, съездил в Россию, в Советский Союз, вернее, там и там показали ему авиационную промышленность. Он влюбился в германскую авиационную промышленность, в отношении советской сказал, это забитая страна варваров. Вот. А в Германию он влюбился. И он, выступая перед аудиторией, и есть эта запись, она гуляет по интернету, он заявил, что я пришел к выводу, это было в 1940 году, что если мы начнем оказывать всеобъемлющую помощь Великобритании, мы ее не спасем. Германия победит. И это хорошо, потому что победив,
Германия спасет Европу от советских варваров. А вот если мы вступим в войну против Германии с нашей экономической мощью, мы, естественно, победим, но мы откроем поляну для экспансии вот этих советских варваров. И сейчас примерно так же говорят представители вот этого крыла республиканской партии, что нам не надо помогать Украине, Европе бороться с Путиным. Потому что если мы победим, ослабим Россию, это усилит Китай, Китай там двинет, захватит значительную часть территории, и что мы тогда будем делать? То есть буквально 1 к 1 то, что уже было. Вот какая, господа, борьба разворачивается. То есть это уже не вопрос просто о Украине. Украина, она как бы является частью общей тенденции, из-за которой сейчас здесь происходят баталии каждый день, каждый божий день. И сейчас вот употребляют такие формулировки, которые, я никогда не слышал здесь, в Соединенных Штатах, слово «фашизм» применительно к тем процессам, которые происходят в стране. Не то, что там 10 лет, 20 лет назад, да еще месяц назад об этом не говорили, теперь об этом говорят в полный рост. Было ли здесь влияние со стороны российских спецслужб и так далее? Ну вот я бы назвал Смирнов, это один из вариантов. Второй – это то, что указывает практически на связь Москвы с вот этим христианским национализмом. Я вам тоже рассказывал, что зафиксирован вклад в предвыборную кампанию республиканской партии в Луизиане, в том числе в пользу Джонсона, который сделал гражданин России. Он владел банком в Карибском бассейне, а этот банк обслуживал порноиндустрию. То есть порно-бизнес через российского банкира, который связан с российскими спецслужбами. Было сделано денежное вливание в республиканскую партию Луизианы и, в частности, в предвыборную кампанию Джонсона. Вот вам один из примеров. Может ли быть это глобальным? Трудно сказать, потому что, повторяю, вот если православную церковь Московского патриархата можно, скажем так, завербовать и поставить под контроль через ее верхушку, вложить туда какое-то количество денег, завербовать патриарха, и все. То с протестантскими или с христианскими церквами, которые здесь, их сотни, под любыми названиями, таким образом вот так вот взять все и завербовать, перевербовать нельзя. Но, видимо, работа какая-то в этом ведется. Потому что, я вам скажу так, провести, а действительно вбить в головы адептов вот этого христианского национализма, что Путин представитель консервативных ценностей, это надо было стараться, это надо было уметь. И это произошло, понимаете, вот это требует большой работы американских спецслужб по анализу, как это могло произойти. Вот, дорогие друзья, что я вам хотел рассказать на сегодняшний день. Быстро только еще, несколько важных сообщений. Венгрия заявила, что в понедельник проголосует, примет резолюцию в парламенте в поддержку вступления Швеции в НАТО. Слава богу. Дальше. Сообщается, что Соединенные Штаты предупредили ближайших союзников по НАТО, что, по их мнению, данным, в этом году Россия может вывести вот эту ядерную кракозябру для борьбы со спутниками или имитацию оной. Я уверен на 99%, что это будет имитация оной. Но, тем не менее, если это произойдет, это будет, как говорят американцы, и не дай бог она будет применена, это будет акт войны, поэтому надо мобилизоваться, давно пора мобилизоваться. И первый шаг в этом направлении – самая активная помощь Украине. Зло должно быть уничтожено в колыбели, оно уже не в колыбели, оно уже гуляет. Я имею в виду Путина и так далее. И Турция. По результатам января месяца экспорт из Турции в Россию рухнул на 39%. И произошло это после того, как в декабре Байден подписал указ о вторичных санкциях. Теперь те банки иностранных государств, которые
так или иначе способствуют торговле с Россией по санкционным товарам, они теряют доступ к американской финансовой системе. А это все крах. Поэтому рухнуло на 39% за один месяц, а некоторые товары, которые имеют военное назначение или двойное назначение, вообще из Турции не поступают. Китайцы тоже очень напуганы этим делом, и сейчас там какие-то разговоры ведут с американцами. Вот вам последние, господа, новости на сегодняшний день. Как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу победу. И напоследок, нельзя опускать руки, нужно бороться до конца. Вот в Америке, то есть мордобой идет, господа, мордобой. Обе стороны борются за победу. Финал будет в ноябре месяце. Но никто не опускает руки, заранее не сдается, и не сидят и не ждут, что вот какой-нибудь дядя за нас все решит. Каждый человек – кузнец своего счастья и несчастья. Пусть нам всем, друзья, улыбнется счастье. До новых скорых встреч.